Наверняка у большинства из вас все еще свежи воспоминания о том, как прошла летняя презентация Konami в честь 30-летия серии PES. Ну, та самая презентация, на которой Зика вышел на сцену, непонимающе хлопал глазами, его заставили позировать, повторяя одну из обложек серии PES, и, в общем, ну, вы помните весь этот фарс. Но, скорее всего, мало кого интересовало, как много времени понадобилось на то, чтобы это все придумать, кто именно ответственен за все это шоу. И в некотором роде продюсер eFootball Дзюнити Тая отчасти пролил свет на этот вопрос и также упомянул еще одну интересную вещь на прошедшем Tokyo Game Show. К сожалению, оттуда каких-либо новостей по eFootball мы не дождались, хотя, с другой стороны, не то чтобы ожидали, но есть пара интересных цитат, о которых бы сегодня хотелось бы поговорить. А если вам необходимо пополнить баланс ваших монеточек в eFootball, то это можно сделать на PlayRock, ведь именно там вы найдете одни из самых выгоднейших предложений для eFootball Mobile. Если же вы играете на ПК, то на PlayRock также можно пополнить свой аккаунт Steam. Также используйте мой промокод из закрепленного комментария, чтобы комиссия на пополнение упала с 9 до 5%. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. И возвращаясь к теме с 30-летней презентацией, на которой выступал Зика, продюсер eFootball в частности отметил в рамках Tokyo Game Show, что штаб Konami, который, судя по всему, и был ответственен за проведение данного мероприятия, начал подготовку к нему ровно за год до того, как оно состоялось. То есть вот эти вот час, 50 минут, что мы наблюдали, это неловкое ерзание на сцене, все это готовилось в рамках целого года. При том, как отмечает продюсер, помимо самих усилий Konami, им, судя по всему, помогали какие-то студенты, ученики школ с их родителями и прочая молодежь, которая непонятно откуда вообще, по идее, взялась. Но, как сообщает продюсер, благодаря их содействию вся эта презентация также была проведена. В общем-то, это все, что вам нужно знать касаемо данной презентации, данного выступления в честь 30-летия серии PES. И в целом эта цитата как, по сути, разогревочная. Хоть про саму eFootball на игровой выставке Tokyo Game Show было сказано немного, все-таки помимо упоминания этой выставки есть еще пара фраз, которые касаются eFootball непосредственно. В частности, продюсер также поднял тему искусственного интеллекта, который сообщил, что нынешние тенденции развития искусственного интеллекта действительно интересно влияют на восприятие футбольных матчей. Konami вроде как изучают в целом эти технологии, но при этом не стараются как-то их подвязывать или даже использовать в рамках непосредственно eFootball. Поэтому помимо умного помощника, я думаю, на какое-то появление иного искусственного интеллекта в игре рассчитывать не стоит. И это на самом деле обнадеживает. Не то чтобы я в целом был противником использования ИИ, а даже скорее наоборот, потому что время от времени он заметно облегчает работу и уменьшает время работы над тем или иным проектом. Но иногда в погоне за каким-то хайпом, я не знаю, или банальным следованием тенденций, игровые разработчики даже чересчур как-то злоупотребляют тем же искусственным интеллектом, но, судя по всему, Konami этим не страдают, и на том спасибо. Но вот следующая цитата касается непосредственно работников, которые работают на благо Konami, и отчасти касается контента, который мы наблюдаем в игре. В частности, Тая заявил, что для молодых сотрудников крайне важно планировать взаимодействие с пользователями и взаимодействовать с ними. Как штатный сотрудник я стараюсь поощрять и поддерживать идеи и инициативы молодых сотрудников. И сразу же возникает вопрос, о каких инициативах идет речь, о каком взаимодействии также идет речь. Если только между какими-то вышестоящими сотрудниками Konami и нижестоящими, то может быть. Но если в рамках этого взаимодействия упоминаются и игроки, которые играют в eFootball, то я вообще не понимаю, о каком взаимодействии идет речь. Потому что из года в год мы, по сути, наблюдаем один и тот же контент. Каждый новый четверг, команда недели, эпический набор и так по новой. И лишь время от времени все это дело действительно разбавляется более-менее
менее интересными компаниями, но очевидно, что они проходят далеко не всегда, и, как правило, между ними бывает ощутимый такой перерыв. И мне вот даже стало интересно, а в чем именно заключаются инициативы молодых сотрудников, что именно они предлагают из разряда контента, который мы наблюдали в игре. Может быть, аниме-компании с тем же Yu-Gi-Oh! Или Капитаном Цубасой, Блю Локом. Потому что чего-то иного, до чего не могли додуматься другие сотрудники Konami, куда более опытные, я в игре не наблюдаю, если честно. И опять же, какие-то призрачные инициативы, какая-то призрачная поддержка молодых сотрудников упоминается на фоне того, что даже банальное возвращение некоторых режимов, которые некогда были в серии PES, мы до сих пор не наблюдаем в eFootball. И даже я сейчас не говорю не про карьеру и не про режим редактирования, а про банальные дивизионы с реальными составами или 11 на 11 и все в таком роде. Так в чем же заключаются эти самые инициативы и действительно ли они доходят до игры и до пользователей непосредственно? В общем, остается загадкой. Ну а в комментариях под этим роликом я буду рад узнать ваше мнение касаемо слов продюсера eFootball, согласны ли вы с ним, что вы думаете насчет поощрения и в целом тех самых инициатив, о котором Тая упоминает. Также не забывайте поддерживать это видео своим большим пальцем вверх, ну и конечно же подписывайтесь на канал с колокольчиком, если вы находитесь здесь впервые. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч!